Ребята, еще раз привет, это Руслан. Мгм. Вижу, что присоединился Дима. Ну, Классно тогда пообщаться. Если что, спасибо. пишите в Телеграм-чат, я буду реагировать. Тогда, наверное, я коротко, все равно чуть-чуть в двух словах повторю. Если о себе скажу, что я родом из Алматы, прожил большую часть жизни там, потом в 2010 году переехал с семьей в Москву и в 2015 году переехал в Катар. С тех пор живу в Катаре, благополучно, счастливо. Работаю в Ситибанке, в корпоративном подразделении риск-менеджера. В общем-то, большая часть моей наемной карьеры, она была с Ситибанком, в общей сложности около 20 лет, в то время в корпоративном банке, перемещаясь между клиентским подразделением и риск-менеджментом. Мой портфель, те, кто видели, я еще раз просто повторю, примерно соотношение 1 к 2,5, он соотносится между крипто и фондовым рынком. С криптовалютой стал знакомиться активно с 2017 года, когда была первая крупная волна хайпа по биткоину. Вот, в тот момент я не инвестировал своих денег, я пытался немножко покупать просто для того, чтобы понять, что это такое, как работает. И в тот же момент немного оказывал неформальные услуги всем желающим по покупке-продаже. То есть такие своего рода брокерские услуги оказывал. В какой-то момент мой работодатель запретил мне этим заниматься, и вся эта деятельность прекратилась. Вот, разрешение вновь было дано в этом году, поэтому вот с февраля месяца этого года я опять начал заниматься криптовалютой. По фондовому рынку начал реально практически более-менее активно заниматься, вернее нет, активно неправильно будет сказать, начал заниматься с июля-августа 2019 года, когда я сделал первые вложения через профессионального, через страховую компанию, по сути дела. Там был такой продукт, который комбинировал страхование жизни и инвестиционные накопления. Вот, через полгода я с ними расстался, потому что пришел к выводу, что инвестициями собственными надо управлять самому, а не отдавать их, так скажем, условному профессиональному менеджеру. То есть, во всяком случае, в моем случае я предпочитаю управлять сам, а не кому-то отдавать. Во-первых, я не считаю себя глупее или менее способным изучить любой из этих вопросов, чем те люди. Это, в общем-то, не ядерная физика. И второе, я не хочу делиться с доходностью, которая порой и так бывает не очень большая. Так зачем я буду им давать гарантированный доход, а себе оставлять еще больше неопределенности. Вот такой подход у меня. Поэтому с февраля, наверное, с февраля, да, прошлого года я начал активно управлять собственными инвестициями на фондовом рынке. Ну, поэтому можно сказать, что мой активный опыт, он всего около года. Часть народа говорят про онлайн-брокера Interactive Brokers. Безусловно, большая, заслуживающая уважения компания, но она не единственная. И в частности, я работаю через онлайн-брокера, который называется TD Ameritrade. Я в свое время знал о существовании обоих брокеров, и я просто загуглил, я делал небольшой ресерч, через какого брокера работать, прежде чем выбирать. И в то время я сделал осознанный выбор в пользу все-таки TD Ameritrade против Interactive Broker. Почему тогда этот выбор сделан был? И я думаю, сейчас это, наверное, сохраняется различие, что TD Ameritrade по обзорам как профессиональных участников, так и по отзывам просто пользователей, у них более дружелюбный интерфейс, более понятный непрофессиональным инвесторам.
такими, как мы с вами, и более легкая платформа в обращении. И, по крайней мере, на тот момент, я не знаю, как сейчас, ценовая политика, то есть структура комиссий были разными. Они были более выгодными на Interactive Brokers для тех, кто торгует относительно часто, но более выгодными были для тех, кто торгует реже, на более как бы инвестиционные вложения делать, нежели активную торговлю, трейдинг занимается. Я не знаю статуса по Interactive Brokers на сегодняшний день. У Ameritrade на сегодняшний день комиссий по покупке-продаже нету никаких, то есть буквально ноль. И никаких комиссий на ввод средств тоже нету. Есть только комиссия, если ты хочешь выводить кэш с платформы, комиссия $25 в зависимости от суммы выводимой. То есть ты выводишь $100, либо $100 тысяч, одинаково $25 разовая комиссия. Вот за все это время никаких других комиссий с меня не взимали, за исключением, наверное, я не очень вдавался в детали, но у меня ощущение, что были прецеденты, когда по дивидендам отдельных акций у меня ощущение, что у меня удерживали какой-то налог. Я не специалист в налоговом законодательстве штатов, я не являюсь резидентом, безусловно, штатов. То есть, по идее, не должны снимать, но там что-то удерживали, ну, незначительные какие-то суммы, абсолютно на уровне погрешности, поэтому можно пренебрегать. То есть, еще раз я хочу сказать, на мой взгляд, преимущество TD Ameritrade, если она вам доступна, я рекомендую. Опять же, это не реклама, это просто личное мнение. Очень удобная платформа, нулевые комиссии. О чем больше можно желать, я не знаю. Вот домашняя страница, компания TD Ameritrade. Сайт так и называется, tdameritrade.com. Условно говоря, 10% за год, сильно грубо можно считать, мой портфель заработал. Это не очень хорошо, это не очень плохо. Моя цель, и я думаю, что она вполне достижимая, на фондовом рынке порядка 20% вполне можно делать. Есть определенные ошибки, которые я учитываю в своей деятельности, может где-то что-то упомяну. По поводу структуры моего портфеля, я не использую никаких сложных инструментов, у меня только длинные позиции, то есть шорт-позиции я не использую. И сказать по правде, начинающим инвесторам я бы не рекомендовал. По инструментам я использую только простые сингл акции отдельных компаний плюс индексы ETF. Ну вот в частности, например, у меня самая крупная позиция на сегодняшний день, вы видите, 27% это серебро. Это тоже ETF по серебру. 1/3 портфеля у меня в кэше сидит для того, чтобы в случае коррекции рынка я могу что-то докупить. Вот. Из интересных экранов еще я могу показать свой портфель более детально. Выглядит он вот таким вот образом. Это все позиции, которые у меня есть. Можно здесь удобно сортировать по наименованию индекса. Здесь показана стоимость, почем я купил, текущая цена, изменения за последние сутки, изменения с момента покупки моей позиции, общая стоимость и общий заработок. Можно сортировать по любой из этих колонок. Ну и здесь указано количество акций и название компании. Ну, давайте, допустим, отсортируем вот по тому, сколько вложено, да. Как я сказал, больше всего вложено в серебро. И на сегодняшний день доходность вот 7,68%. 68 сотых. Из интересного, ну, можно
обратить внимание, давайте посмотрим на общую доходность, отсортируем. Вы видите, большая часть у меня портфеля показывает убыточность. Этому есть, естественно, объяснение. Помимо того, что есть ошибочные ходы, это отражает в целом динамику рынка последних дней, в частности, были просадки. И плюс еще надо не забывать, что какие-то позиции, которые уходили в положительную доходность, я их закрывал, и поэтому этих записей на этом экране просто нету. Поэтому выглядит оптически, что у меня больше убыточных, чем доходных позиций. На самом деле это не совсем так. Но в целом соотношение, где у меня плюсы, где минусы, я хочу это соотношение улучшить, и я, в принципе, знаю, как я для себя это буду делать. Наверное, будет интересным вопрос, каким образом я выбираю для себя конкретные активы для инвестиций на фондовом рынке. Несколько подходов я использую. Но, безусловно, то есть выбор в пользу... Давайте с крупного, с серебра начнем. Почему я пришел к серебру? Серебро было у меня изначально... Вообще я вкладывал в золото в качестве инструмента хеджирования, просто для того, чтобы балансировать немножко свой портфель, не сидеть только в акциях. Вот, и золото является традиционным инструментом хеджирования, но в какой-то момент мне начали поступать аналитические материалы о том, что относительная стоимость между золотом и серебром, сравнивая с историческими трендами, говорит о том, что серебро имеет большие перспективы для роста, и вызвано это в частности тем, что помимо того, что серебро аналогично с золотом используется как средство хранения ценности, у серебра есть еще очень большое по сравнению с золотом промышленное использование, в частности в производстве солнечных батарей, и поэтому с учетом того, что тема зеленых технологий очень активно развивается в мире, есть обоснованное ожидание, что спрос на серебро промышленный тоже будет расти. В общем, таким образом я переключился из золота в серебро, и более того, я даже нарастил позицию, я взял в свое время кредит в банке под это дело, на сегодняшний день там уже осталось поменьше, кредит у меня под 4%, поэтому даже доходность 7% я в любом случае в плюсе, то есть, грубо говоря, я использую рычаг или плечо. Вот. Какие еще способы я использую среди активов? У меня также есть индекс S&P 500 был изначально, но потом я ушел от него. Мне попался кировский материал, в котором он упоминал дивидендных аристократов. Индекс Nobel, я стал вкладываться в него. И это началось буквально там месяц назад, и на сегодняшний день вы видите, он показывает, во-первых, хорошую устойчивость против рыночной волатильности в целом, ну и плюс даже доходность показывает вполне приличную на таком коротком периоде. Я думаю, что у него возраст моих первых покупок не больше 2 месяцев. За 2 месяца 5% это получается эквивалент 30% годовых, очень приличная доходность. Я не ожидаю, что она такая будет реально по целому году, но в принципе показательно. Вот, помимо этого у меня есть настроенных 2 экрана, на которых я просто просматриваю постоянно так называемые, я себе их назвал аристократы, и я здесь поставил 5%, это значит, что любая из этих компаний, которая просядет на 5%, она привлечет мое внимание с точки зрения хорошего момента для входа. Почему? Если вы посмотрите на список компаний, это все компании, которые являются, можно сказать, системообразующими
лидерами, если не монополистами в своих областях. И, в общем-то, они являются локомотивами мировой экономики. Я могу привести пример удачного опыта. Подобным образом у меня происходило, например, с компанией Visa, которую я когда только начал вот так отслеживать с периодичностью определенной волатильность рынка, я в какой-то момент увидел, что Visa просела чуть ли не на 10%. Я оперативно посмотрел новости по Визе, я не нашел ничего серьезного. Там были какие-то новости, но новости очень часто они вызывают просто рефлекторную реакцию рынка, хотя, если ты подумаешь, фундаментальных причин для этого нет. Вот это была такая ситуация с Visa. Я понимал, что Visa это всерьез, надолго и стабильно, но я не знаю, так большой корабль. Вот, что обязательно оно вернется, и так и произошло, то есть в течение пары месяцев она вернулась назад, то есть эти 10% я вернул. Опять те же самые 60% годовых, в годовом эквиваленте я на Визе заработал. Вот, подобным образом, не подобным образом. Я сейчас перейду еще к одному примеру. Ну, в общем, я думаю, здесь идея понятна. И, кстати, если у кого-то вопросы возникают по ходу, вы можете прерывать, там руку поднимайте или как. Если я что-то непонятно говорю или что-то кажется вам абсолютно это нелогичным или противоречивым. Вот, помимо аристократов, я еще отслеживаю, у меня есть на прицеле компании второго эшелона, которые мне понравились по какой-либо причине, либо я понимаю бизнес, я его перспективу вижу, либо какие-нибудь каналы информационные, которым я доверяю, их рекомендуют в качестве цели для покупки, я не буду сразу покупать, я буду смотреть, но в отличие от аристократов, я здесь буду ждать коррекции уже не на 5%, а на 10-20%. То есть, опять, это не механическое правило, но просто как индикативное. И я вот могу привести пример, тоже один был очень удачный, компания eHealth. Это американская компания, которая занимается онлайн-продажей, у них онлайн-платформа, они занимаются продажей страховок медицинских исключительно. То есть такой очень узкий сегмент. Но компания давно работает по всем штатам, в общем-то, состоявшийся устойчивый бизнес. С одной стороны. С другой стороны, понятное дело, когда пришел коронавирус, и у людей остро встали вопросы больших расходов по текущему медицинскому обслуживанию, рынок медицинского страхования очень сильно просел. То есть, если у человека денег мало, он не пойдет покупать страховку, чтобы застраховать себя от каких-то потенциальных рисков. Он болеет сегодня, ему сегодня надо лечиться. И поэтому доходы компании eHealth стали проседать очень сильно, и их акции пошли очень сильно вниз, они на пике были порядка 150, опустились до 75 сначала, потом у них пошло небольшое восстановление в части операционной деятельности, даже по объемам доходов, но в какой-то момент у них вышла квартальная отчетность, которая показывала результаты лучше предыдущего квартала, но меньше, чем ожидал рынок. И на этой как бы отрицательной новости стоимость акции с 75 упала до 45, то есть до 50. То есть получается со 150 сначала в 2 раза, а потом еще на треть, что в целом получается в 3 раза до кризисного времени. И я понимал, что, во-первых, компания сама по себе большая, серьезная, мы можем даже, давайте
чтобы понятно было, о чем речь. Я сейчас открою профиль самой компании, чтобы конкретно в цифрах, для тех, кто любит цифры, а цифры любить надо, если занимаешься инвестициями. То есть это компания с рыночной капитализацией, вот здесь показано, почти 2 миллиарда долларов. Но это серьезный бизнес очень. Вот. Так вот, я понимал, что, во-первых, у них серьезный бизнес с точки зрения операционного процесса, все нормально. Во-вторых, они уже показывают положительную динамику, несмотря на кризис. Нет. Во-вторых, они показали, что они нормально выжили во время кризиса. И в-третьих, они показывают уже нормальное восстановление. И то, что они, извините, не оправдали чьих-то ожиданий, ну, как говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы. Если компания работает с положительным трендом, я, как потенциальный инвестор, я этому рад. И поэтому, когда и я как бы уверен в своем убеждении, это мое суждение. И если я вижу, что рынок просел, я думаю, что это все-таки паническая реакция. Может, там кто-то из аналитиков еще что-то ляпнул в их адрес параллельно. Вот, поэтому я на тот момент зашел, я не помню, по-моему, 1000 на 30, что в принципе для меня это серьезный вход. Я обычно покупаю 5, максимум 10 тысяч я делаю покупки, чтобы не сильно маленькие, чтобы как бы не бегать, не вставать за каждой там маленькой сделкой, не следить, не распылять внимание, но не сильно большие, чтобы концентрацию не создавать. Но по Эхелсу я создал, и я себе сказал, они вырастут до 75 точно, в очень недалекой перспективе. И я их продал, у меня не выдержали нервы, я их продал раньше, чем надо, я их продал, дай бог памяти, наверное, по 68, тоже где-то через 1,5-2 месяца, что, в принципе, офигенная доходность. Сейчас в процентах, я на скидку даже теряюсь, там, условно говоря, 18 из 50 на треть, 33% за 2 месяца на 6. В годовом исчислении порядка 150-170% годовых. Понятно, что за более короткий срок меньше, но это вообще невероятно офигенная доходность. Вот, я говорю, я единственно пожалел, что я продал так быстро. Мы можем, кстати, если хотите, посмотреть на их график, как события развивались. Давайте вот на годовой глянем. Вот примерно так они выглядели. Вот тут где-то они стоили там, пусть 135, я не помню, откуда у меня 150, может, они до этого и даже 150 стоили, наверное, я не вру. Да, вот 150, если видите, они на пике стоили, это было 30 марта 2020 года, 150. И потом понеслась, вот они провалились к сентябрю, и потом они провалились еще дальше. Вот это вот здесь, когда вышла у них квартальная отчетность, видите, как обвалилась. Прямо резко до 47 долларов. И вот здесь я их подобрал. Ну и потом можно посмотреть, как развивались события. Вот в феврале они провалились. И они в итоге вот поднимались уже до 74-44. Получается, мое оценочное суждение про 75, оно было, прямо в яблочко. Но мои нервы оказались слабее, я продал где-то там, по-моему, по 68. То есть я еще большую часть доходности упустил, но в принципе это нормально. То есть лучше заработать не полную. Вот, то есть я в принципе ни о чем не жалею. Офигительный пример, мне кажется, такой, как говорится, кейс-стади. Давайте вернемся еще немножко на предыдущий экран. И еще один у меня экран есть, который вот вчера, например, я активно пытался смотреть вот на эти индексы. Серебро я могу покупать или продавать в зависимости от тенденции рынка в небольших количествах, и в зависимости от моей нужды в ликвидности для покупки акций
чуть ли не каждый день. Это бывает аристократов. Вот это аристократы, вот этот аналог просто под управлением другого фонда, тоже аристократ. Я могу тоже покупать по чуть-чуть, но периодически на просадках. Вот две новые цели, которые пока я не купил, это, Тайвань семикондуктор, это монополист практически, ну или лидер в производстве полупроводниковых решений. Это очень серьезный бизнес, хотя широкой публике почему-то мало известный. Я его вчера пытался купить по 113-114, но чуть-чуть не дотянул. Я думаю, в ближайшие дни, не сегодня, завтра я все равно докуплю. И если вы обратите внимание, и Health опять у меня стоит в цели на покупку. Я вчера пытался купить его по 63-64. Он не проседает. Весь рынок проседал в красном, он упорно держится. Я даже у меня нет объяснений, почему он настолько устойчив. Видимо, есть определенный уровень поддержки в головах инвесторов. Но я для себя сказал, на самом деле я его по 65 даже готов купить, потому что я знаю, что он до 75 обратно отрастет, и можно на этом тоже прилично вполне заработать 15% за месяц или за два месяца 15%, это 90% годовых. По фондовому рынку вопросов нету, наверное, да, больше? Давайте тогда чуть-чуть по моей любимой крипте. Что я хотел по крипте сказать? Okay. Во-первых, у людей часто возникает вопрос, что реакция очень часто, это все фигня, это все мошенничество, это все пирамиды, за воздух деньги, да ни в коем случае, никогда, ни за что на свете. Вот. На самом деле все не так плохо, это люди говорят просто от незнания. На сегодняшний день разных криптовалют очень много. Есть такой сайт, называется CoinMarketCap. Это один из наиболее популярных источников информационных, который агрегирует информацию по всем криптовалютам. И здесь можно посмотреть информацию по любой криптовалюте, и в общей сложности, я думаю, порядка 7000, наверное. Но на этом сайте их показано 4962 разных криптовалюты. Но я думаю, что на самом деле их больше. Я слышал цифру в 7000, но это не принципиально. Давайте посмотрим, что можно здесь увидеть. Мы вернемся на домашнюю страницу, там, по крайней мере, более знакомые имена будут. На первом месте. Они здесь по умолчанию отсортированы по рыночной капитализации. Если вдруг кто-то не знает, что это такое, это все очень просто. Когда люди говорят, вот что-то биткоин дорого, вот он стоит 54 900 долларов на сегодняшний, на текущий прямо момент. А вот, например, Ripple стоит всего $1.45. На самом деле сравнение это некорректно. Надо сравнивать совокупную стоимость всех монет по текущей стоимости. То есть вот сколько есть монет в обращении биткоина, умножаем на цену и получаем рыночную капитализацию совокупную, которая на сегодняшний день составляет 1 триллион долларов. Для того, чтобы это было понятно в сравнении, например, совокупная рыночная капитализация золота всего в мире на сегодня порядка 10 триллионов. То есть биткоин примерно в 10 раз меньше, чем золото. Его роль в глобальной экономике на сегодняшний день. Это можете себе так на заметку взять, это важный фактор. Следующий, наверное, вы слышали про Ethereum, эфир, по-русски мы его называем, который на втором месте. Он за последнюю буквально неделю залетел
ну вот я хотел сказать на 30%, здесь показано на 27%. Очень сильный выстрел произошел, и это очень серьезный проект тоже. Кому интересно, можем тоже подробнее чуть-чуть остановиться. Его рыночная капитализация 3 триллиона, то есть в 3 раза меньше, чем у биткоина. Может быть, слышали, я не знаю, про Ripple, но видите, чем дальше вниз по списку, тем как бы экспоненциально уменьшается стоимость рыночная капитализация этих проектов. Вот, о чем важно сказать. Исторически первым проектом был биткоин, и в принципе цель биткоина была просто в создании, цель проекта была просто в создании самого биткоина. И он задумывался как средство платежа и хранения ценностей, который будет независим от государственных эмитентов и от банковской системы. И по сегодняшний день эта цель его сохраняется, и эти функции он и продолжает выполнять. У большинства других, если не у всех других проектов, минутку отступления, я хотел сказать, что из 7000 проектов этих, или криптовалют, я не удивлюсь, если 5, может 10%, хотя вряд ли 10, скорее меньше, может 5%, а то и того меньше, могут быть реальные мошеннические схемы, и надо быть осторожным, безусловно. Как в любых инвестициях, мошенники есть везде. Из этих 7000 проектов, я думаю, 80-90% умрут через год-другой. Просто как безуспешные проекты, и в этом плане это ничем не отличается от инвестиций на фондовом рынке в акции любых компаний. То есть известная статистика, что из всех стартапов выживает максимум 10%. И в этом плане криптовалюта, она не более рискована с точки зрения вероятности, чем любой другой бизнес-проект. Вот. У всех проектов, за исключением откровенно мошеннических, есть какие-то цели и задачи, которые они решают, как и в обычном бизнесе. То есть бизнес создается для того, чтобы либо произвести продукт, на который есть спрос на рынке, либо создать услугу, которая будет востребована на рынке. То же самое с криптопроектами. На самом деле криптомонеты, они являются сопутствующим материалом в этих проектах. Они не являются самоцелью. То есть реально эти проекты, они решают конкретные бизнес-задачи или потребительские задачи. И криптомонеты используются как внутренняя валюта этого проекта, которая позволяет вести расчеты, взаимозачеты и в общем-то, таким образом позволяет взаимодействию участников проекта, потребителей и тех, кто предоставляют услуги, либо какие-то товары в рамках данного проекта. Я приведу пару примеров, чтобы было понятнее, о чем речь идет. Например, есть такой веб-браузер, я не знаю, слышал ли кто-нибудь из вас о нем, называется Brave. Поднимите, пожалуйста, руку, если кто-то слышал про него. Окей, отлично. Что такое Brave браузер и почему он существует? На сегодняшний день ни для кого не загадка, что когда вы ходите по интернету, вы собираете определенную информацию, но точно так же интернет собирает информацию про вас. Вот, и это все делается, в частности, через технологию cookies. Вы все постоянно, особенно в последние год-полтора, это стало прямо по всем сайтам повально. Кликаете на кнопку, да, я согласен, что там куки настройки, либо я сам перенастрою позже, либо сейчас давайте. Что происходит с этими cookies? Они собирают информацию, она в
вроде как анонимизирована, и поэтому она нас сильно напрягать не должна. Они собирают просто статистически большие данные. Но с другой стороны, есть концепция неприкосновенности частных данных, и у нас есть естественное эмоциональное сопротивление против того, чтобы нашу информацию собирали. Так вот, вот этот проект Brave браузер, он себя и позиционирует как основное, как бы уникальное его торговое предложение в том, что они таких данных о пользователях не собирают. Для чего данные собираются другими проектами? Очевидно, эти данные собираются и продаются тем, кому эти данные нужны, кто может из этих данных извлекать аналитические какие-то выводы и строить свой бизнес, основываясь на этих данных. Встает вопрос, на чем зарабатывает Brave. Brave проект зарабатывает на рекламе, так же, как и многие браузеры, но делает он это немножко по-другому. Кстати, еще дополнительное selling point, или там, уникальное торговое предложение Brave состоит в том, что они удаляют всю рекламу с тех сайтов, на которые вы ходите, то есть вам ее не показывают, она блокируется, то есть вы видите чистый сайт, просто информационную часть без рекламы. Если только вы добровольно не скажете, я готов видеть рекламу. Более того, там настройки можно делать тонко, в каком количестве вы эту рекламу будете смотреть, на какие темы, с какой частотой. И вот в зависимости от того, с какой частотой, в каком объеме вы готовы потреблять эту рекламу, вам начнут выплачивать внутреннюю валюту. Она называется Basic Attention Token, сокращенно BAT. Здесь можем посмотреть. Вот, они на сегодняшний день по рыночной капитализации на 72-м месте. Общая рыночная капитализация порядка 1,8 миллиарда долларов. То есть 500 раз меньше, чем биткоин. Но зато вот совпадение, они сравнимы по размеру капитализации с компанией eHealth, которую я пытаюсь во второй раз купить акции. Как сказал бы один персонаж, совпадение? Не думаю. Именно вот в Basic Attention Token у меня на сегодняшний день самая большая доля инвестиций в криптовалюте. Так вот, для того, чтобы эти пользователи, которые смотрят рекламу, получали за это деньги, кто-то эти деньги должен давать. Дают деньги, естественно, рекламодатели, но они дают не доллары, они должны покупать вот эти баты. А эти баты они покупают на крипторынке, как любые другие криптовалюты. Таким образом, возникает естественная циркуляция этих монет, как любой другой валюты. То есть есть те, кому то есть есть услуга, которая должна оплачиваться по законам этого проекта только в этой валюте. И таким образом создается спрос на эти монеты. И далее с ростом числа пользователей этого браузера на сегодняшний день, на самом деле, порядка 25 миллионов пользователей, если я не ошибаюсь, что уже очень немало, и это видимый игрок и конкурент на рынке браузеров, и аналогичных проектов на сегодняшний день нету. То есть можно сказать, что в этом направлении он лидер. Поэтому я, сказать по правде, вижу большую перспективу. Именно по этой причине я вложил большую часть своих крипто инвестиций именно в этот проект. Вот это один пример проекта, или что вы можете, если начнете изучать англоязычные источники информации, там термин use case используется, то есть то, как используется эта криптовалюта, то есть что на самом деле в реальности, что можно потрогать на самом деле. То есть этот проект, он ничем не отличается. То есть уберите отсюда криптовалюту, поставьте вместо криптовалюты доллары, и вы скажете, нормальный экономически обоснованный проект, в смысле жизнеспособный, вполне возможно успешный будет у них.
понятные цели, понятно, что они продают, и понятно, что спрос на их услуги есть. То есть вся разница только в том, что вместо традиционной валюты они используют что-то менее привычное широкой общественности. Вот, еще один проект, который очень понятный с точки зрения use case, это... Дима, можно вопрос? Да. Как включается эта функция в Brave и куда, на какой кошелек насчитываются деньги? То есть как... Да, вопрос хороший. На самом деле там монеты пользователям начисляются, даже если они не смотрят рекламу, а просто пользуют браузером, но просто в меньшем количестве там какие-то начисления идут. Я, честно сказать, не смотрел, не разбирался. Почему? Потому что, ну, там, сказать честно, деньги небольшие, даже если ты будешь смотреть рекламу. По сравнению с масштабом тех денег, которые мы инвестируем, это не принципиально. Это может быть интересно с точки зрения просто познавательной посмотреть, но у меня на это не было времени, поэтому у меня нет ответа. Я знаю, что это можно сделать, но мне не до этого пока. Вот еще на этот проект я хотел ваше внимание обратить, просто не потому, что призываю инвестировать туда, а просто, что он понятный. Это какую задачу решает этот проект? Известный факт, что видеоконтент в интернете составляет наибольшую долю всего трафика. Я цифры боюсь соврать, но я думаю, 80%, если не 90% всего трафика по объему составляет видеоконтент. Понятно, что он и тяжелый, и востребованный, все эти YouTube, ТикТоки, фильмы онлайн и так далее, и так далее. И даже чуть более традиционные каналы, там, я не знаю, Netflix, все равно все через сети идет распределение данных, распространение. Так вот, на сегодняшний день весь этот контент традиционными источниками распространяется централизованно, то есть из одного источника идет трансляция на всех пользователей. Этот проект говорит, ну, в смысле, и понятное дело, что есть ограничения по мощности подобной трансляции, возникают задержки в передаче данных, значит, возникают проблемы со скоростью у пользователей, у потребителей. И этот проект работает над распределенным распространением видеоконтента, видеоинформации, что позволяет существенно решить проблему скорости передачи видеоконтента. Вот. То есть их основная задача, которую они решают для потребителей, это передача видеоданных. Их потребителями, с одной стороны, являются производители видеоконтента, Netflix, YouTube потенциальные и другие платформы. С другой стороны, конечные потребители, это все мы с вами, кто смотрит видео, и вот в частности Zoom, да, например, то есть Zoom является производителем этого контента, а мы с вами потребителями. Вот. И за то, чтобы пользоваться вот этой технологией распределенного передачи видеоконтента, они будут брать плату в виде своей внутренней валюты, аналогично так же, как по проекту Brave. Здесь это называется монета ТИТа. Они 17-е по капитализации на сегодняшний день, 10 миллиардов долларов капитализация. То есть это большой, серьезный проект. Ребята, такие проекты мошенническими быть не могут по определению. То есть, ну это примерно, я бы вам сказал, ну, если сказать, Кир собрал сейчас 67 человек в клубе, чтобы собрать с нас там по $1000 годовой подписки и кинет нас всех. Но это несерьезно, потому что Кир развивает что-то большее, чем просто собрать разово эти 67 тысяч и убежать на Бали. Нет. У него долгосрочные, там на порядок большие цели. То же самое с любым из этих проектов. Понятное дело, что они не собирают деньги просто, чтобы сбежать. Да, они могут как бизнес завалиться, но это риск, сравнимый с любым другим бизнесом. Тут не важно, это с валютой
крипто связано или нет. Вот, на какие параметры стоит еще обращать при изучении? То есть, в принципе, ну, вот можно взять, пойти более детально посмотреть по этому проекту. Есть по каждому проекту отдельная страница, уже более детально будет предоставлена информация. В частности, интересно можно всегда почитать, что этот проект из себя представляет, и полезно обратить внимание, с кем они сотрудничают. Навскидку я сейчас не вижу, но мне попадалось это в других материалах, что на сегодняшний день этот проект, он выстраивает уже заблаговременно корпоративные отношения со своими крупными потенциальными партнерами, которые в конечном итоге будут потребителями его как бы каналов передачи данных. И для того, чтобы зарезервировать этот канал, эти партнеры вынуждены покупать. Чтобы купить, они должны там, ну, условно, купить там 1 миллион монет этого проекта. А что происходит? Ну, кстати, то же самое и для Brave, и для любого другого проекта. То есть, чем больше монет изымаются из оборота, в частности, вот такими партнерами, они вынуждены держать у себя этот депозит, тем получается совокупное количество монет, остающихся на рынке, сокращается. Сокращается предложение, значит, при фиксированном спросе давление на цену вверх происходит. Это то, что мы видим в каждом криптопроекте раз за разом. И я сейчас еще об одном проекте коротко расскажу. Это еще один проект, в котором у меня вложено порядка. Там немножко другие соображения, они более спекулятивного характера. Проект швейцарской компании Ambrosus. Монета называется AMB. Вот я их страничку на CoinMarketCap открываю. Кому интересно, можете детали потом посмотреть. Рыночная капитализация на сегодня всего 13 миллионов долларов. То есть понятно, что и они находятся по рыночной капитализации, не вижу навскидку. Где-то там они 500-е, 600-е, блин, не вижу, честно. Их, может быть, здесь где-то. 976-е, вот они. То есть они не в самом низу 5000-го списка, но и очень далеки даже из первой сотни. Почему я в этом вложился? Причин несколько. Если хочешь заработать легендарные многократные 5 иксов, 10 иксов, 100 иксов в криптовалюте, о которых вы наверняка слышали, но непонятно, как это происходит, это происходить может, такие заработки, вот, многократные, 10-кратные, 50-кратные, только в тех проектах, которые находятся в нижней части списка, ну или, по крайней мере, в середине списка. То есть, почему это происходит? Если на сегодняшний день совокупная стоимость всех монет всего 13 миллионов долларов, то если придет инвестор, принесет еще 1 миллион долларов сюда, или принесет он биткоин, который уже стоит $1 триллион, ну, очевидно, что влияние на цену здесь будет несравнимо выше. На биткоин, рынок биткоина не заметит 1 миллиона долларов. Здесь цена взлетит в 2 раза как минимум, если один инвестор придет с $1 миллионом долларов. То есть потенциал роста у маленьких проектов, многократного роста, он несравнимо выше. Поэтому, да, безусловно, это более рискованные проекты, но мы потому туда и идем,
Потому что если выстрелит, оно перекроет убытки по каким-то другим менее удачным инвестициям. Это один аспект. Второй аспект. У этого проекта тоже есть свой use case, как я сказал, практически у любого проекта. Они, в частности, разрабатывают систему сенсорных датчиков и обмена информацией для отслеживания логистики по всем этапам движения товаров вдоль логистической цепочки. Вот, то есть, в принципе, понятная задача, кто с бизнесом, с логистикой хоть немножко связаны, эта информация практически бесценная. Вот, они это пытаются решить точно так же, как любые криптопроекты, с помощью распределенных сетей. Вот, но помимо этого, чем меня заманил этот проект на участие, это есть еще такая концепция в криптовалюте. Много могу рассказывать про криптовалюту. Вы меня тормозите, если вдруг меня несет. Одно из больших направлений, или хотя бы руку поднимите, если кто-то меня тормознуть хочет. Одно из больших очень направлений в криптовалюте, это, может быть, вы слышали, DeFi направление. Это расшифровывается как децентрализованные финансы. По сути дела, это альтернатива банкам, которые создаются, опять же, на платформе блокчейна, в которых вы можете размещать депозиты и получать проценты. И проценты по депозиту будут в долларовом эквиваленте, я думаю, многие из них там варьируются, скажем, от 5 до 10-12% это неудивительная ставка по этим депозитам. И причем в большинстве случаев это будут депозиты, не имеющие фиксированного срока окончания, то есть вы можете в любой момент там пополнить, либо забрать деньги. То есть это, по сути, текущий счет с начислением таких процентов. Эти платформы собирают эти депозиты и выдают кредиты точно так же, как работает банк. И это большой растущий сегмент. И понятное дело, что если в традиционных валютах ставки падают, во многих случаях они приближаются к нулю. Вы наверняка слышали даже прецеденты про отрицательные ставки. Вот, естественно, инвесторы ищут альтернативные места для размещения. И вот депозиты в криптовалютах – это одно из новых направлений, решающих эту проблему. Вот. Так вот, термин, который используется в криптотусовке, это стейкинг. Я даже не знаю, как переводится, но не суть важно. Вот. Это что происходит? То есть, получается, эти деньги приходят в оборот точно так же, как в банковской системе. То есть, у кого избыток, размещают депозиты, у кого недостаток, берут кредиты. Еще одно большое направление среди этих криптопроектов, там, где можно зарабатывать, условно говоря, проценты или комиссии на ваши балансы, это предоставлять свои деньги для формирования узлов тех самых блокчейнов. Что это такое? Вот как раз на примере проекта Ambrosus я могу сказать, что там происходит это таким образом. Сейчас минутку я вам покажу. Вот это один из сайтов самого проекта Ambrosus, который посвящен как раз депозитам их монет. Сейчас страница загрузится. Вот страница загрузилась. Вот смотрите, у них есть на сегодняшний день 4 стандартных депозита. Вот они здесь показаны. Они их называют узлами. По сути дела, они говорят, если ты минимум 10 тысяч монет Ambrosus сделаешь депозит, то ты будешь получать 12
почти 13% годовых доходность. Если ты готов большую сумму депозит делать, вот, кстати, вот 10 тысяч это эквивалент $736. Там вот так удобнее. Если ты готов увеличивать до 2000, ставка вырастает до 17, 5000 20%, кто готов зайти на 18 тысяч, ставка под 50% годовых. Важно понимать с точки зрения нас как инвесторов, сейчас про технологическую часть я чуть-чуть позже скажу, с точки инвесторов все эти ставки, эти проценты и сумма депозита, она хранится и выражена в валюте этого проекта, в AMB, не в долларах. То есть ваша доходность это не в долларовом эквиваленте, а в эквиваленте AMB. И если стоимость самого AMB падает на рынке, то получается ваши 250 тысяч, они будут терять в долларовом эквиваленте. Это с одной стороны. С другой стороны, у вас есть 50% доходность депозита этого. Что это означает? Это означает, что если в течение года этот проект потеряет в стоимости 30-40%, у вас все равно еще по депозиту этому есть хороший резерв, подушка безопасности, которая обеспечит вам положительную доходность. Может ли этот проект уйти вниз больше, чем на 30-40? Может. Он может уйти на 80 и на 90, то есть гарантий здесь нет никаких. Я, безусловно, никому ничего не рекомендую, я рассказываю то, что я сам для себя делаю. Вот. Но это те риски, которые мы на себя берем, и у меня есть собственное видение и надежда на развитие этого проекта. И помимо этого я вынужден держать руку на пульсе, если я буду видеть, что ситуация развивается в отрицательную сторону, и у меня должны быть, значит, какие-то пороги по выходу, когда я буду выходить. Либо я готов психологически потерять все. Вот, это один аспект. Второй аспект, что создать этот депозит чуть-чуть сложнее, чем депозит в банке. То есть это надо заходить на сайт, это надо немножко там заниматься серверным, наверное, условно программированием, я бы сказал. Но я сам не программист, абсолютно ни разу. В детстве когда-то этим немножко занимался, но те знания мне ничего не дают. Есть статьи, я могу, если кого заинтересует, поделиться потом материалами, подсказать, реально помочь, если кому надо будет. Есть статьи, которые прямо пошагово описывают процесс. Иди туда, нажми эту кнопку, напиши вот этот текст, еще раз нажми, и вас проведут. Вначале этот процесс займет час-полтора первый раз. Если вы потом захотите поменять сумму депозита, вам его надо будет повторять. И повтор занимает минут 10-15 максимум. Почему я говорю о повторе этого процесса? Проценты начисляются только на ту сумму, на которую вы разместили депозит. То есть здесь сложного процента нету. Те проценты, которые начисляются, они будут у вас болтаться, условно говоря, на текущем счете. И если вы хотите, чтобы на них тоже начислялись проценты, вам надо увеличивать сумму депозита, а для этого вот этот процесс создания узла в сети надо проходить заново. Это несложно. Как я сказал, повторно это делается за 10-15 минут. По поводу Tesla и биткоин. Кто-нибудь пришел к выводу? Поднимите руку, что биткоин более надежен и менее волатилен, чем акции Tesla в качестве объекта инвестиций. Не поднял руку, и это, в принципе, естественная реакция. Теперь я вам немножко покажу. Это просто из двух разных источников, но я больше как аналитик. Вот смотрите. Это STD Ameritrade, компания Tesla. Вот ожидания аналитиков по цене в горизонте 12 месяцев. Сейчас они торгуются на $670. Вот три сценария, которые ожидают аналитики разные. Варьируются от 67, то есть в 10 раз вниз, до 1200
примерно в 2 раза вверх, вилка. Теперь смотрим, просто навскидку загуглил, какие ожидания по биткоину. JP Morgan. Я напомню, что сейчас он торгуется там 55 тысяч долларов. JP Morgan ожидает 130 тысяч долларов. NASDAQ ожидают 95 тысяч долларов. Следующие аналитики цены 115 тысяч долларов, 83 тысячи долларов, от 180 до 200. У кого-нибудь поменялось мнение? Можете руку поднять, у кого поменялось? Если нет, то я еще объясню причину этому. Пока ни у кого не поменялось. Теперь я объясняю, в чем причина. Биткоин. Я вот эти... Да, Никола. Биткоин стабильнее получается? Получается, но вопрос почему? Я на самом деле вот этих картинок не видел, когда я к этому выводу пришел и объяснял это все 2 недели назад своим друзьям. Возможно, биткоин стабильнее, потому что у него есть общее количество монет, которое майнится, и сложность увеличивается, ну, в общем, растет. При этом есть рынок. А у Теслы есть как бы дивиденды, да, и акции, которые сейчас супер переоценены в пересчете на, собственно, дивиденды, на реальную стоимость прибыли. То есть у Tesla есть типа прибыль, да, и акции стоят гораздо больше, чем та прибыль, которую там зарабатывает компания. А биткоин — это чистая денежка электронная, которая просто продается, покупается, продается, покупается. Я бы сказал, есть как бы немножко мысли в правильную сторону, но пока это даже не горячо, это где-то на уровне тепло, скажем так. На самом деле вы удивитесь, насколько все просто и логично. То есть, опять, во всех этих вещах это все не ядерная физика или, как говорят англоговорящие, not rocket science. Tesla, вы знаете, да, что объем продаж реально не такой большой у компании. То есть в сравнении с любыми другими производителями в мире есть эти графики сравнения объемов продаж против рыночной капитализации, там абсолютно обратная пропорция. Почему это так? Все дело в том, что Илон Маск, я, безусловно, его уважаю как инженер, предприниматель и все остальное. То есть он талантливейший, организатор офигенный. Но он просто уникальный, и это его самый большой талант, это маркетинг. То есть он офигенно умеет раскачивать тему. И это то, почему такая цена. То есть представьте, если та же самая компания Tesla, но нету Илона Маска. И если стоимость акций будет определяться просто по показателям деятельности. Я не знаю, какая будет справедливая цена. Я подозреваю, что где-то там может 100, может 200 долларов максимум. Хотя, скорее всего, может и 100 долларов не быть. То есть цена текущая, она на этом уровне только до тех пор и только поэтому, пока есть Илон Маск, который активно раскачивает эту тему. На другой стороне, что такое биткоин? Это проект, который, в принципе, новая, да, с точки зрения исторической, как класс активов, криптовалюта намного моложе, чем акции. У кого-то шуршит, по-моему, Витя, да, спасибо. Поэтому сохраняется волатильность, то есть волатильность вообще в криптовалютах большим фактором является то, что это непривычный для широких масс класс активов. Поэтому волатильность у людей чаще возникает просто рефлекторная реакция на любые события и начинается то вверх, то вниз скакать. Но это потому, что отсутствует долгая история, и люди пока не привыкли. Хотя, в принципе, если посмотреть на историю биткоина от момента его начала лет 10 назад, то, в общем-то, волатильность уже сокращается. Та волатильность, которая была там 5 лет назад, или 3 года назад, 2 года назад, сейчас ее все меньше и меньше. Вот.
Чем определяется стоимость биткоина? Про Теслу мы поговорили, что она определяется активностью мистера Маска. На мой взгляд, практически больше ничем. Чем определяется стоимость биткоина? Стоимость биткоина, за биткоином нету человека, ни одного, и даже, наверное, нету 10 как группы, которые могли бы этот проект реально раскачивать. То есть он находится в свободном плавании на рынке, он просто подвержен силам спроса-предложения, и фактически на его стоимость определяет два фактора. Предложение – это сколько монет находится на рынке. Я думаю, что вы наверняка все знаете, что у биткоина как раз технология такая, которая ограничивает общее количество 21 миллионом. На сегодняшний день добыто 18,5. Последний биткоин будет выкопан, сейчас боюсь соврать, через пару лет примерно. И все. И больше не будет. Дальше что происходит? Дальше постепенно растет количество участников рынка, которые начинают принимать биткоин. То есть кто-то инвестирует, такие как я, условно говоря, или любой из вас. Кто-то покупает для целей просто перевода денежных средств. Кто-то начинает крупные институциональные игроки для спекулятивных целей, кто-то для долгосрочных инвестиций, потому что они понимают, биткоин становится неотъемлемой частью финансовой и экономической системы глобальной. Безусловно, уже будущего без криптовалюты не будет. Криптовалюты могут поменяться, но они останутся, они трансформируются, как любые технологические вещи. Но концептуально, фундаментально их невозможно ни отменить, ни запретить, это уже невозможно. Все, уже поезд ушел. Сейчас вы сами видите по новостному потоку, что все более и более серьезные институциональные игроки и на самом деле даже уже государственные органы начинают принимать, я имею в виду не в качестве средства оплаты, а как концепцию, они смиряются с тем существованием криптовалюты, что говорит о том, что ситуация будет, во-первых, будет только лишь растущий спрос, а при ограниченном предложении и растущем спросе цена будет только расти. И во-вторых, при большем количестве участников рынка будет больше стабильности, потому что нету одной точки в виде Илона Маска, который постоянно сегодня он раскачивает, все полетело вверх. Завтра он твит выпустил, опс, обвалилось. И пошли вот эти качели. Здесь это невозможно, потому что участников рынка миллионы. Невозможно им манипулировать так, как манипулировать можно информацией о Тесле. Вот мое убеждение, почему биткоин более стабилен и более предсказуем, чем акции Tesla. Безусловно, это более хороший актив для инвестиций. Ну и вот цифры, которые, на мой взгляд, вполне это наглядно, эту точку зрения тоже подтверждают не только я, но и независимые аналитики. На этом я, в принципе, практически закончил. Я хочу еще озвучить, если позволите, несколько мыслей вслух или советов, если хотите. Они, как любые советы, хороши тем, что их можно просто проигнорировать, можно послать меня в сад, но со своей колокольни, своего опыта и из наблюдений за своими друзьями 3 вещи я хочу озвучить, одинаково применимые к фондовому рынку и к криптовалюте. Первое, не надо сидеть на изучении теории месяцами и годами. То есть многие люди, я сам такой, вот честно скажу, что я буду сидеть, сначала я хочу изучить хорошо, а потом начну покупать. И вот в этом состоянии я все сижу и сижу, а вот потом думаю, блин, сегодня волатильность какая-то непонятная, завтра, блин, Interactive Brokers сказал, да ну вас нафиг, мы для россиян больше счета не открываем, вы под санкциями, послезавтра налоговая что-то придумала, и я все сижу и менжуюсь, и вот уже стареть начинаю, а все никак не решаюсь. Нет.
Идешь, открываешь счет, закидываешь $100, покупаешь, не глядя по любой цене, вот какая есть, купил, все. С этого момента, хочешь не хочешь, ты будешь следить за этой темой, и ты будешь изучать ее настолько активно, как никогда не было до тех пор, пока ты не купишь. Вот честно скажу и настоятельно рекомендую не сидеть, а просто с завязанными глазами пойти, открыть счет, купить. Не бояться. $100 это можно выкинуть. Никто из нас не разорится за $100. А знания, которые получишь, они бесценны. Даже если ты потеряешь 100 и даже $1000. Поверьте, я и там терял большие суммы, и волатильности видел на моем портфеле, там на фондовом рынке, тысяч за один день летало. Ничего страшного, все нормально, все будет хорошо. Первый это совет. Второй совет. Несмотря на то, что я сказал первый, заходить, не сидеть, не тормозить. Второй, не входить суммой большей, чем ты готов потерять. Вот всю 100% ты психологически должен быть готовым потерять и рассматривать ее как стоимость тренинга по данной теме. Я для себя так всегда это определяю. В любых, вот все, что связано с бизнесом, инвестициями, предпринимательством, у меня есть неуспешные попытки, там я, самые большие мои потери были неудачные с недвижимостью, но там было откровенное мошенничество, и это было не инвестиция, это было скорее как для личного пользования. Покупал дом на растущем рынке, а потом попался на мошенников, и я потерял большую сумму денег, там в общей сложности порядка 350 тысяч долларов. И по тем временам это было 2007 год, это было очень много, поверьте. Вот, но это зато офигенно укрепляет силу духа, я вам скажу. Это бесценный опыт. Спасибо, Дима. Вот. А подскажи, пожалуйста, ты еще не сказал, какой платформой ты пользуешься для крипто? Сейчас, секунду, я закончу. Секунду. Буквально мне 2 минуты, я заканчиваю. То есть не входите большой суммой. Будьте готовы потерять. Это же правило работать для любых инвестиций. Если вы думаете, что вы даете там под залоговую недвижимость займы, и вы защищены этой недвижимостью, полная чушь. Полная чушь. Можно потерять все. Я вам могу нарисовать сценарий, поверьте, я работаю, по крайней мере, последние 6 лет риск-менеджером, я одобряю кредиты до миллиардов долларов, я не преувеличиваю, я правда такие кредиты одобряю, я немножко в этом разбираюсь. Потерять можно все. И не думайте, что там вы защищены лучше. Кому интересно, можем потом подробнее поговорить на эту тему. И третье, не используйте инструменты или активы, которые вы не понимаете. С одной стороны, это немножко противоречит первому пункту, не сидеть на теории и ничего не делать. Но это разные вещи. Почему? Первое, это просто сделай первый шаг. Путь в 10 тысяч лье начинается с первого шага. Но не кидайтесь сразу, начинаются короткую позицию, с рычагом зайду, я сейчас там нарублю бабла, сейчас нарубишь. Не делайте этого. Немножко это балансируйте свою жадность. Самые большие проблемы, самая опасная комбинация – это глупость и жадность. Я сам попадал в такие ситуации, я ничем не лучше других. Не используйте то, чего не понимаете. Вот, наверное, это по большей части все. И маленькое, это 3,5 совет. Не давайте это все управлять менеджером, фондом, брокером. Делайте сами. Это офигительно, это интересно, это прикольно, это классно. Еще и более выгодно. Вот примерно так. Надеюсь, было интересно. Сейчас к вопросам. По первому вопросу, источник активов для коротких позиций. Я не оспариваю то, что было объяснено в лекции Володи по поводу того, что это акции, которые есть на руках у собственников до выхода в публичное обращение, так называемое IPO.
которые они предоставляют брокерам, по сути дела, дают взайм сами акции, и дальше брокеры транслируют этот займ тем участникам рынка, которые хотят занять короткую позицию. Но это на самом деле короткие позиции делаю и по компаниям, которые IPO выходили, может быть, 100 лет назад, может быть, 150 лет назад. Естественно, тех акций, которые были во время IPO, их давно уже нет, и про них говорить смысла нету. Откуда возникают подобные акции, по которым можно создавать короткие позиции? Там все очень просто. На самом деле большое количество акций находится в собственности крупных институциональных инвесторов, и они не держат эти акции у себя неприкосновенными, они, как правило, активно с ними работают, они либо осуществляют заимствование под залог этих акций, либо могут предоставлять эти акции в виде займа, точно так же, как предоставляются в виде займа деньги другим участникам рынка. Ну и в конечном счете в этом плане акции ничем не отличаются от денег. То есть если у тебя есть акции, у тебя, скажем, как у менеджера фонда, или как у банка, или как у инвестиционного банка, если у тебя есть деньги, ты можешь давать взаймы деньги. Если у тебя есть акции, ты можешь давать взаймы акции. Вот, пожалуйста, создаются короткие позиции. Я думаю, понятно. Если непонятно, задайте вопрос уточняющий, пожалуйста. Перехожу. Если можно. Да, конечно. Вот интересно с геймшопом, например, да, когда в шорт играли, там получается то, что я прочел, коротких позиций было больше, чем вообще акций в принципе компании, там 124% или что-то такое. Как такое возможно? Я не знаком с этим, но навскидку могу предположить, например, что это не было реальным короткой позиции на 124% акций. Конечно, больше их не может быть, чем 100%. Но, возможно, с кредитным плечом, если делали сделки, то это транслировалось в эквивалент по количеству акций больше, чем выпущенных акций. Такое может быть. Спасибо. Окей. Да, не за что. По второму вопросу, естественно, я когда своим друзьям говорю, пытаюсь простимулировать людей выйти, заняться инвестициями. И на сегодняшний день это очень просто с фондовым рынком. Кир очень много об этом говорит, что вот телефон мобильный у всех есть в кармане, пожалуйста, вперед. И тем не менее, почему-то, особенно наши соотечественники, когда я говорю наши, я имею в виду то широкое необъятное пространство бывшего Советского Союза, мы стесняемся, потому что затюканные, боимся, необразованные, причин очень много, ленивые и так далее. Вот. Я когда пытаюсь промотивировать людей, я говорю, не бойтесь, это бесплатно, во-первых, то есть можно торговать бесплатно, никаких комиссий нет. И, естественно, вопрос у людей возникает, как так может быть, что никаких комиссий. Ответ на самом деле он очень простой, никакого в этом секрета нет. Во-первых, исторически постепенно с развитием технологий, с развитием рынка, с развитием, ростом количества участников рынка, понятное дело, что была конкуренция среди брокеров за привлечение клиентов, они были вынуждены постепенно снижать свои комиссии. То есть, в общем-то, самый тупой способ борьбы за клиента – это снижать цену своего продукта, но тем не менее рынок вынуждает это делать. И далее, с приходом современных интернет-технологий, естественно, эффективность всех процессов возросла на порядке, что позволило сократить издержки и сокращать комиссии дальше. И в какой-то момент, в общем-то, они были уже очень низкими, можно сказать, что они, тем не менее, давали доходность за счет больших объемов, хотя небольшие по размеру комиссии. Но почему можно работать совершенно без комиссий? Почему брокеру можно и продолжать оставаться доходным? На самом деле это аналогично, если вы посмотрите на работу такого брокера, как на работу банка. Если у банка есть
деньги в виде депозитов клиентов, он может зарабатывать сам банк, выдавая кредиты. Ну, самое простое, да, что приходит в голову, хотя на самом деле куча инструментов, на которых банк может зарабатывать помимо просто выдачи займов. И поэтому, в принципе, если говорить о, допустим, если другой продукт банка конвертация валюты, да, то есть что является просто перевод из одного актива в другой, трансформация, эту сделку банк, например, может делать бесплатно. И у нас не возникнет вопрос, а почему бесплатно? Ну, потому что банк зарабатывает на других вещах. Не значит, что он работает вообще бесплатно. У него просто достаточно других продуктов, на которых он компенсирует. То же самое у онлайн-брокера. Он получает наши активы себе, по сути дела, в управление. Надо здесь понимать, что мы не отдаем им, как это бывает с традиционными офлайн-брокерами, когда ты пришел, к ним деньги закинул и дальше они управляют. Нет, вроде как ты сам управляешь, но тем не менее те активы, которые ты держишь на платформе у онлайн-брокера, хоть в виде акций, хоть в виде остатков не инвестированных денег, это все равно остатки получаются, постоянно лежащие у него на счетах твоих активов. И таких клиентов у него, я не знаю, на вскидку сколько клиентов там у Interactive Brokers или в Ameritrade, но я полагаю, что миллионы. И, соответственно, суммы совокупных активов, которые постоянно у них на счетах лежат, они конвертируются постоянно, трансформируются, но за счет того, диверсификации между всеми клиентами, получается, есть большое ядро, часть этих активов, которые в совокупности своей не меняются. И поэтому сам брокер, он, проанализировав, какая часть активов не меняется, он может эти активы использовать для того, чтобы дать займ каким-то другим участникам рынка, краткосрочно разместить, и на этом получать собственную доходность. То есть при том, что я могу, например, сегодня я покупаю индекс S&P, завтра продаю, то есть у меня идет как бы перевалка то кэш, то S&P 500 индекс, например, но Володя сидит, он делает противоположную сделку постоянно. И поскольку у нас миллионы участников, всегда есть одни и те же активы для брокера, со стороны брокера они как бы не тронуты. Следующий вопрос. Есть ли смысл создавать дивидендный портфель при такой волатильности рынка с большой вероятностью ближайшей коррекции? Окей. Я думаю, что имеет смысл в первую очередь иметь стратегию в любом случае. То есть какой бы ни был рынок, то есть кто-то может сказать, что сейчас рынок волатильный, я пока подожду, ничего делать не буду. Такой человек должен осознавать, что это тоже на самом деле решение. Ничего не делать, это значит, я буду сидеть в кэше. То есть вот у меня есть 10 тысяч денег для инвестиций, но я ничего не буду делать, пока волатильность не закончится. Это тоже на самом деле кажется такое решение пассивное. Нет, оно активное, потому что ты принимаешь активное решение держать все в кэше. И в этой стратегии нет плохого ничего, то есть у каждого свои представления, каждый решает самостоятельно, но надо учитывать все плюсы и минусы. Неработающий кэш – это упущенные возможности. Поэтому сидеть просто в кэше и сидеть сколько непонятно, я не могу, у меня зуд, может быть, у меня просто это другой склад характера. Но для примера, вот мы в группе по фондовому рынку там перекидывались немножко мнениями по поводу того, что у Уоррена Баффета на сегодня в кэше порядка 43% его портфеля. 43 большая доля, у меня, я думаю, грубо около трети, например, на сегодняшний день. Я не смею спорить с мистером Баффетом, он явно более опытный, но опять у него и другие инструменты, другие ресурсы для управления своими инвестициями. Не факт, что его стратегия одинаково подходит и мне, и любому из нас. Вот, поэтому я бы сказал, что
наиболее, если мы говорим опять о наиболее безопасной стратегии, в любое время это надо диверсифицировать свой портфель и диверсифицировать между разными классами активов, но пропорции между этими классами уже зависят от ваших воззрений на конкретные активы, ваши цели инвестиционные, ваша стратегия. Что думаете о новой крипте на SSD-дисках? Я не уверен, что я знаю, о чем речь. Есть проект, в котором у которого идет распределенное хранение облачное данных. Но, возможно, это не о том. Там криптовалюта называется SCI, по-моему, если я правильно помню. И у нее был недавний взлет. Связано это было с тем, что, если помните, был скандал, когда аккаунты Трампа начали блокировать в соцсетях, и появилась такая менее известная социальная сеть Parler, которая стала предоставлять площадку ему и его сторонникам, и в качестве ответного шага противники, скажем так, политические, через компании, боюсь соврать, может быть, это был Amazon, который предоставлял серверные услуги компании Parler, либо кто-то еще из крупных игроков, они просто отрезали эту сеть Parler от серверного обслуживания, от хранилищ. И, по сути дела, они показали, как реализуются риски утери доступа к серверному обслуживанию, к обслуживанию по хранению данных. И это показало. По поводу вывода, ну, в принципе, сейчас я еще раз экран покажу. Очень здесь просто все. Вот я захожу в мои счета, дальше депозиты, withdraw, то есть снять средства. Я захожу сюда и буквально здесь кнопку нажимаю «Перевести деньги в свой банк». Здесь есть... Интересно, вот здесь вот я буду выводить, когда будет комиссия $25. Я повторю, что все остальное бесплатно. Так, по платформам. Я использую несколько платформ по криптовалюте. Я, в частности, у меня есть счета. Любой может загуглить, или даже не обязательно гуглить. Эта информация есть на том же сайте, который я вам показывал, CoinMarketCap. Там есть информация не только по криптовалютам, но и по криптобиржам. Они там тоже отранжированы и по размерам, и по разным параметрам. У меня счета есть на Binance, Coinbase, Bitstamp, Kraken. То есть, в принципе, больше всего реально активности у меня на Binance. Вот, так, сейчас посмотрю вопросы. Ну, я думаю, что по крипте я ответил, так что... Ну да, на Binance. Все, других вопросов я не вижу, если я не пропустил. Если какие-то вопросы, к сожалению, что-то меня понесло, 2 часа нон-стопом болтаю. Странно, что никто не уснул. Хотя, может, за те, кто не на видео, как раз дремлют хорошо. На мьюте ты. Спасибо тебе большое, Дим, за, не знаю, как сказать, презентацию, рассказ про свой опыт. Было очень ценно, полезно. Спасибо большое. Пожалуйста, рад. Да, присоединяюсь к благодарности, огромное спасибо, очень много интересной информации, особенно приятно, знаешь, когда складывается вот мнение разных уважаемых мною людей, там вот о том, что крипта, например, какой вывод я для себя сделал, да, крипта нам может быть интересна, когда я могу выстроить цепочку ценностей. Вот ты мне помог сегодня еще раз в этом убедиться, то есть есть крипта, у которой есть действительно цепочка ценностей, и тогда есть смысл как бы что-то в эту сторону думать. Спасибо огромное. Я, кстати, еще могу поделиться собственными планами. Я сказал, что мой портфель примерно распределен 2,5 к 1 между фондовыми рынками и криптой. Я планирую постепенно в обратную сторону это дело перевести.
Скажи, пожалуйста, вот человек, который торгуешь на фондовых рынках, считаешь ли ты, что они сейчас перегреты, и рассматриваешь ли ты вот этот ребалансинг своего портфеля как раз как способ диверсифицировать этот риск, потому что сейчас все очень нагрето и может рухнуть? Смотри, если я скажу не перегреты, наверное, ну, ты по-хорошему должен засмеяться в ответ, как бы все видят, как фондовые рынки растут в последнее время. Но с другой стороны, если бы ты меня спросила, наверное, это подспудно тоже вопрос имеется в виду, что ожидаю ли я коррекции? Если небольшой, то да. Ожидаю ли я подобной коррекции, как была во время самого сильного спада на пандемии, там март-апрель прошлого года? Нет, и я отвечу почему. Хотя до недавнего времени я сам думал, что коррекция может прийти еще больше. И на то мнение, у меня тоже было мнение, почему. На то мнение у меня было основано на том, что рынки восстановились, хотя реально бизнесы нифига не повосстанавливались. То есть в тот момент, когда был локдаун глобальный, и он продолжается в большой степени, порушилось очень много бизнес-связей, логистических цепочек, многие компании повыпадали, и это все до сих пор не восстановлено, и это еще даже на самом деле до сих пор не ударило окончательно. Еще будут падать компании, которые страдают от того, что выпали их контрагенты. Но в то же время я почему поменял мнение, я переоценил, переосмыслил. Я понимаю, что печатание денег, которое мы наблюдаем, вот те деньги, которые влиты, им некуда деваться. Поэтому как бы даже если фундаментально и операционно, экономически нету оснований для такой цены, то в принципе избыток денег, он просто продолжает поддерживать эту стоимость. Да, коррекции будут, то есть, ну, это нормально, рынок всегда волатильный, исторически это было и будет продолжаться, но я поэтому и держу немного кэша, чтобы использовать такие коррекции, но большого провала нет, не будет. А почему ухожу в крипту? Потому что не столько прямо вот я вот защититься от того провала на фондовом рынке, сколько просто, ну, я вижу, я лучше начинаю понимать постепенно крипту, я больше понимаю, что это все серьезно. И как я сказал, это не про крипту, это про бизнес, это про современные технологии, которые... Я большой... Моя первая инвестиция была 70 тысяч долларов. Я собрал, когда для инвестиций, я вложил в ETF Global Telecom, извини, не Telecom, Global Technology. То есть я поборник технологий. И как бы следуя этому, для меня естественным образом идти в крипту. Но это не в крипту отдельно взято, это просто в технологии я таким образом чуть больше акцента начинаю делать. Спасибо огромное. Дима, вопрос. Спасибо тоже большое, потому что особенно по крипте много спекуляций, информации больше связанной там с хайпами, поэтому, а вот именно как специалиста, ну именно вот человека, который конкретно занимается в своих интересах как инвестор, было очень послушать интересно. К тебе вопрос такой, как банкиру и криптовалютчику. Вот, ну, информация, может быть, какие-то расхождения по цифрам, но, в общем-то, 70% в мире населения недоступны банковские услуги. Угу. Сколько, вот, как я вижу, ну, непрофессиональным таким взглядом, что если криптовалюта решит вопрос этот для этого населения, то будет еще, ну, как большой рост и стабильность, и уменьшение волатильности. Безусловно. Да. Безусловно, я более того скажу, я вот вчера мне попался, ну, просто как бы в информационном потоке новый канал. Если кому, кстати, будет интересно, я могу поделиться парой очень хороших каналов, они, правда, англоязычные, если кто как бы способен смотреть, там понятный английский язык, я сам далеко не Шекспир в этом плане. Вот, и новый канал попался, мне понравился. Чувак как раз про эфир рассказывал, вот недавний рост и какие перспективы. Вот там один из пунктов был как раз о том, что эфир используется, технологии эфира в децентрализованных финансах, вот то, что я упоминал, помнишь?
И Мгм. как раз вот рост вот этого сегмента распределенной альтернативной банковской системы на сегодняшний день, сейчас я цифры на скидку боюсь соврать, но примерно порядок такой, что общий доход банковской финансовой системы порядка 3 триллионов долларов в год. Децентрализованные финансы, вот это новое, они занимают от этой суммы что-то там, 0,1%, что ли, какую-то ничтожную. Если они займут хотя бы 1%, то эфир, на чьей технологии это все строится, вырастет вот так. То есть вот сегодня он торгуется там 3,5, при том, что вырос на 30% за неделю. Я лично, вот посмотрев это видео и вот эти оценки аналитические, я прихожу к тому, что я в эфир, пару монет точно я себе куплю, просто чтобы было, как говорится, да. Я ожидаю, до 20 он вырастет легко, и там аналитик говорит 40, я тоже не удивлюсь, что до 40, в горизонте пары лет до 40 эфир вообще вот легко. И вот представь, 4 сегодня, 40. Я думаю, что это произойдет, честно говоря, гораздо быстрее, но пусть через 2 года. 10 раз за 2 года. Если вот этот проект Маска, который в ближайшие несколько лет реализуется бесплатного или доступного интернета в любой точке, то вот эти 70% людей, которым недоступны банковские услуги, перейдут на активное использование криптовалют. Правильно? В принципе. Да, это правильно, но я тебе говорю, вот этот аналитик тоже об этом говорит, что вот этот расчет оценочный, да, про 40 тысяч долларов по эфиру рост, он основан на нашем понимании технологий и тех как бы инициатив, которые есть на сегодняшний день. Мы не знаем, какие завтра еще новые проекты запустятся, которые еще больше создадут как бы спрос на это все и развитие, как бы вот этот эффект синергии будет возникать. То есть потенциал, его трудно переоценить, честно. Хорошо, Дим, спасибо. Еще один вопрос тебе такой, Давай. может быть, немного специфический, мы о нем как-то в клубе не говорили. Мне интересует твое отношение, опять же, как и человеку, жившему в Москве, и как банкиру, к российской бирже, московской бирже. Поясню кратко. Рост за последние 5 лет 100% индекса Мосбиржи, процентов 20 в год, при том, что рубль там 15% потерял за это время. Ну и так перспективы, описываемые в информационных источниках, когда там сильно из-за кризиса и санкций рынок и компании недооценены. Только за 2020 год количество открытых счетов там 5 миллионов, больше, чем за всю историю там 20-летней биржи. И еще и последнее время к тому, что Interactive Brokers начали закрывать и не открывать новые счета россиянам, что сейчас финансы вольются в биржу. Как ты видишь вот перспективу долгосрочную роста? Смотри, во-первых, такое общее это капитан очевидность, да, что понятное дело, что развивающийся рынок, высокий риск и высокая доходность, да, то есть это, справедливо для любого рынка. В чем специфика российской ситуации и для инвестора? В том, что в этой всей неопределенности, риски это неопределенность, очень большая доля это политических рисков. То есть мало того, что это просто неразвитый рынок, да, и он там барахтается, его колбасит туда-сюда, еще есть политическая составляющая, которая абсолютно непредсказуема. Ты не знаешь, что завтра этому деду придет в голову, какие еще гайки он будет закручивать. И практика показывает, что у народа, к сожалению,
совокупности страха и терпения столько, что они будут продолжать позволять докручивать гайки дальше и дальше, к сожалению. Вот, поэтому, если ты посмотришь, я навскидку цифрами не располагаю, но легко загуглить отток инвестиций из России, посмотреть динамику. То есть любая развивающаяся экономика, она требует инвестиций. И поэтому, если ты посмотришь, любые развивающиеся рынки, они всегда дофига привлекают foreign investment, да, иностранные инвестиции. У России развитие требуется, а инвестиций нету. Не только иностранцы не вливают деньги, в смысле, не приносят деньги для инвестиций, но и россияне, которые зарабатывают деньги, любая возможность за бугор свои деньги выводят. Это все о чем говорит? Что инвестиционный климат очень плохой. Это говорит о том, я как бы не говорю о том, что перспективы экономические очень стрёмные, когда у тебя нету постоянного как бы инвестиций, у экономики очень плохие перспективы. Ты посмотри, никто не хочет в долгую вкладываться, все только краткосрочную вкладываются. Хоть один большой серьезный проект долгосрочный назови, где вся нефтепереработка в России, там, нефтехимия нету, потому что эти проекты требуют 10 лет для того, чтобы отдача была. Нет, мы только трубу положил и пошел. Вот там быстрая отдача, особенно. Да кого эта отдача интересует? Им важно бюджет распилить. Поэтому я лично в Россию не инвестирую ни копейки. И если бы мог уговорить... Внимание, что нет, проживя какое-то время там, и у тебя нет вообще никаких инвестиций там. Я говорю, если я смогу, как только смогу уговорить супругу, я и квартиру там продам. Чем быстрее, тем лучше. Спасибо, Дим, спасибо. А еще один вопрос возник, опять же, как банкиру. А вот, скажем, сейчас европейские банки объединились в создании своей платежной системы новой, как альтернативу Visa и MasterCard. Как твое видение перспектив вообще? Может ли это монополию подорвать именно американских систем платежных? Ну, честно сказать, на мой взгляд, монополии нету. Криптовалюта, пожалуйста, тебе альтернатива. Ну сейчас да. Я тебе скажу, перевод криптовалюты в разных криптовалютах стоит по-разному. Во-первых, это занимает несравнимо быстрее с любыми банковскими системами, или визами, или мастеркардами. Но и стоимость, я знаю валюты, в которых перевод будет стоить 1 цент. Меньше на самом деле даже. То есть я могу перевести 100 тысяч долларов, и мне это будет стоить 1 цент. О чем ты говоришь? Какая монополия? То есть это будет в ближайшие годы сильно меняться, вот это платежное. Оно будет сильно меняться и будет интеграция. И именно поэтому сегодня уже Visa активно интегрируется с эфиром. Почитай новости. И это поэтому эфир взлетает. Они нормальные бизнесмены в Visa сидят. Они понимают, куда тенденции развития. Поэтому PayPal принимает биткоин в качестве средства платежа. И это продолжающаяся тенденция. Ясно. Спасибо, Дима. Спасибо. Спасибо всем. Если вопросов нет, тогда окей. Если у кого-то частные вопросы, пишите отдельно, в группу, как угодно. Я открыт.